Всем привет! Часто в магазине, когда приобретают у нас штукатурку, спрашивают плюсы и минусы. Ну, конечно, у нее только одни плюсы, то есть с обоями мы ее сравнивать не можем, это совершенно разный материал. Это бесшовное покрытие, это никогда у вас ничего не разойдется, не расклеится, не надо вот эти швы соединять. Мыть мы можем ее спокойно, ее не дерут коты, то есть очень много. И начинается вопрос, как потом, допустим, если мне она надоест, что мне с этим сделать? Если хорошая штукатурка, если она фактурная, снять ее будет проблематично, то есть это не обои, ее не намочишь и не отколупаешь. Но вот если, допустим, даже по опыту, чаще всего ее не снимают, а ее просто дорабатывают. Вот у нас есть вариант, он у нас висел в отделе, и он нам надоел. И сейчас мы будем экспериментировать, как мы можем его видоизменить. Ну, образец это образец, а в квартире это же объем, то есть это получается совершенно другой вид. Вот вроде бы то же самое, и это мармара, покрытая золотом с воском. Обычный такой старенький уже выкрас. По нему уже не покупают, и мы его пробуем сейчас изменить. Вот у нас есть материал колерованный, тот же самый мармара. Мы его берем, причем, если вы хотите изменить ваши стены, то докупать уже вам нужно не столько, сколько вы в первый раз покупали, там, 5 лет назад, да, 5 лет пожили, решили поменять. Уже в 2 раза меньше, то есть расход ниже. Основное это все нанесено, вам нужно ее только доработать. Вы поменяете цвет, что-то еще, и у вас получается совсем другой вид. Мы просто вот сейчас ее отшпаклюем, и все. Просто мы ее отшпаклюем другим цветом. Вот у нас мармара, колерованный, в другой цвет. Здесь у нас он был белый, покрытый он у нас был белым золотом с воском. А сейчас мы забьем вот в эти, вот смотрите, мы ее видоизменяем. Мы забиваем материал колерованный в пол эти, да, в пустоты. У нас получается даже не меняется рисунок, у нас меняется цвет и меняется внешний вид, совсем. Мы можем вот оставить такие вот, сейчас покажу. Первое, что мы делаем, забиваем в промежутки цвет. Кстати, цвет это у нас какой, сейчас скажу какой цвет. IP55-4, вот такой цвет. Наносим. Так, Караваджо мешается тут у меня. То есть мы не просто забиваем цветом, мы еще оставляем прожилочки, такой дополнительный эффект. У нас подсох материал, мы можем его теперь доработать. То есть я предлагаю, вот здесь видите такие вот наплывы, которые мы оставляли, переходы от кельмы, они вот такими наплывами. Что мы можем с этим сделать? Вот есть такая шкурочка Мирка, вот такого желтого цвета. Обалденный такой товар, он есть у нас тоже в наличии. Она совершенно, допустим, если вы под шелк стены готовите, вот это идеальный вариант, она не оставляет царапин вообще. И вот такой кусочек, ему можно прям, я не знаю, всю комнату вышкурить вот таким кусочком. То есть вы шкурите, стряхиваете, шкурите, стряхиваете. Как-то так. Теперь, что я предлагаю сделать? Я предлагаю покрыть это воском и лазурью белое серебро. Воском мы покрываем следующим образом. База воск декоративный. Берем 70% воска и 30 к нему процентов лазури белое серебро. Лазурь белое серебро. То есть вот такие вот баночки. Взвешивать в граммах можно на глаз.
Ну, тот, кто работает с материалами, тот знает. А кто не работает, тот лучше пусть, конечно, весами пользуется. Проблема в том, что лазурь это концентрированный материал. Если вы его не разбавите воском, то она будет яркая такая. Ну, то есть это не самостоятельный материал. Это концентрат. Вот так вот мы перемешали. И наносим кельмой. То есть что мы сейчас делаем? Мы наносим воск с лазурью, белое серебро кельмой. И стараемся... Вот у нас есть вот эти прожилки. А воск мы вот так вот перпендикулярно наносим. Здесь вот есть прожилка, а воск перпендикулярно. И когда мы покрываем воском, у нас вот в эти вот глубины забивается побольше немножко. И он будет ярче. Вот видите как? От воска мы также оставляем прожилку. Она, когда высохнет, она будет такой явной прожилкой. Вот давайте сейчас покроем и покажем. Вот. Оставляем прожилку. Оставляем прожилку. Оставляем прожилку. Откуда берется прожилка? У вас воск на кельме. И вот этот остаток, излишек, он вот с этой стороны кельмы, он остается на стене. Вот отсюда, с правого края. Вот эти прожилочки, они будут очень красиво смотреться. И если вы помните, ну, если вы вот перелистнете видео назад и посмотрите, какой был выкрас и какой он стал, вы поймете, что значит реставрировать, например, штукатурку, да, ее видоизменять. Вопросы задаются, почему мы это видео снимаем, спрашивают, как, что потом с ней делать, как. Вот так вот. То есть вы берете немного материала, совсем докупаете и делаете совершенно другие ваши стены. То есть вот они. Ждем высыхания и увидим готовый результат. Вот видите, потекло, да? Слишком много получилось. Надо убрать излишек. Убираем. Материал очень рабочий, им работать можно долго. То есть не будет такого у вас. Такой проблемы, что высохло и ничего сделать нельзя. Воск это очень рабочий материал. Можно бесконечно долго. Ну вот как-то так. Все, всем пока. В конце видео будет фотография готового результата. Вы ее увидите. Вы к нам обращайтесь. Мы находимся в городе Ижевске, в строительном центре «Гвоздь». Наш сайт gorodecor.ru. Там есть все контакты, все социальные сети. Пишите, звоните, заказывайте. Если вы находитесь в другом городе, то мы можем материал вам скомплектовать и отправить, снять персонально видео, отправить вам, ну, допустим, на электронную почту. Все, всем пока. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал.